Привет, друзья! С вами проект о лучших туристических локациях в Малайзии KL Walks. И меня зовут Анна. А меня зовут Ольга. И сегодня мы находимся в 70 километрах от Куала-Лумпура в городе Порт-Диксон. И это не случайно. Ayo jalan-jalan ke tempat yang menawan, tetap ceria, hati bahagia, energi di udara mengalir dalam nada, tetap ceria, hati bahagia. Один из самых частых вопросов в туристическом чате: а есть ли море в Куала-Лумпуре или где-то неподалеку? Неподалеку море как раз есть, и оно здесь, в порте Диксоне. Вот только бытует мнение, что пляжи-то здесь так себе, и время тратить на них вообще не стоит. Давай проверим. Сегодня мы проедем по всему побережью порта Диксона и составим свое мнение о пляжах, которое, как мы надеемся, поможет и вам. Наша первая локация называется PD Waterfront. Она не совсем пляжная, больше прогулочная, ресторанная, тусовочная. Но место действительно очень приятное. Здесь такие облагороженные дорожки, прекрасный вид на море. Чисто. Чисто, да. Нет, вообще очень приятное. Очень редкое явление для Малайзии, очень приятное. PD Waterfront, Pearl of the City, жемчужина города. Наверное, так и есть. Это жемчужина города. Это единственное такое облагороженное местечко. Из того, что вы видели, да. Пляжа здесь нет, Ань, к сожалению, поэтому здесь мы не искупаемся, как бы ты ни хотела. Тогда не обязательно же, чтобы пляж был. Здесь очень приятная вот эта вот прогулочная набережная, рекреационная зона. Кафешки симпатичные, барчики есть. В любое время суток, по идее, здесь должно быть неплохо. Мне кажется, что это место, оно единственное в порте Диксоне, где можно перекусить в кафешках, которые не уличного типа, а такие более-менее сетевые, что ли, такие закрытые, с кондиционером. И при этом с видом на пляж. Вот это самое да, главное. И самое главное, да, ты права, это вид на море. Ой, красота. Красота, конечно. И вот, например, один из баров, сейчас он пустой, потому что, это, в принципе, бар. Здесь продают алкогольные напитки, пиво. Я думаю, что в вечернее время он весь заполнен. Посмотрите, как красиво. То есть здесь можно сесть, наслаждаться прекрасными видами моря. А вот наша любимая кафешка с Аней, называется «Зус Кофе». Мы тут, кстати, завтракали сегодня. Друзья, мы стараемся снимать для вас достоверный контент, проверенный на собственном опыте. Поэтому мы приехали сюда вечером, чтобы выяснить, есть ли ночная жизнь в PD Waterfront. Жизнь есть. И в баре у моря, и на ближайшей улице музыка играет, люди отдыхают атмосферненько. Наша следующая локация – это пляж Пантай Танджунг Гемок. Этот пляж принадлежит отелю Glory Beach Resort. Этот отель занимается тем, что собирает черепашьи яйца на этом пляже. Это единственный пляж в Порт-Диксоне, где черепашки откладывают яйца, и в сезон их собирают. И в этом отеле есть инкубатор, где выращивают этих черепашек и потом выпускают в море. Одна из опций для жильцов отеля, что можно поучаствовать в выпуске черепашек молодых на волю. Что есть на этом пляже из инфраструктуры? Практически ничего. Есть беседка, есть качельки. В принципе, места в тени достаточно много, чтобы полежать не на солнце. Никаких ни кафешек, ни раздевалок, ничего здесь нет. На пляж для того, чтобы купаться, мы бы не посоветовали, потому что дно абсолютно илистое и неприятное. Идешь как будто такое ощущение, как по желе, что ли, ты идешь. По слайму вот этому дурацкому. Видимо, потому что это единственный пляж, где гнездятся черепахи. Наверное, им нужно илистое дно для этого, и поэтому оно здесь такое. Поэтому, чтобы купаться, однозначно нет, чтобы полежать, позагорать. В тишине. Ради бога, наверное, можно. Но поскольку тут ничего нет из инфраструктуры, да, то есть там ни переодевалок, ни кафешек, ничего. Такой, да, без фасилитис пляж. Он такой чисто для уединения. И опять же, например, если у вас есть караоке,
То илистое дно вам не помеха. Не знаю, мне кажется, там и в кораллах потонешь в этом мыле. А, ну, кстати, да, ты когда наступаешь, ты так прям... Мгм, ты проваливаешься. ну, не зыбучие пески, конечно, но такое неприятненько. Ну что, Да поехали на следующий? на троечку. Пляж на троечку, ребят. Едем дальше смотреть. Вдруг будет лучше, да? Не переключайтесь. Следующий пляж Пантай Сауджана. Ну, очень широкая береговая линия, песочек под ногами. Сейчас отлив, и Да. поэтому море там где-то очень далеко. Опять же, практически нет никого на пляже, ну, потому что мы в будний Ну, день. песочек чистый. Да, пляж достаточно чистый. Что, хороший. попробуем идти туда? Да, попробуем, я думаю, конечно, попробуем. Здесь есть развлечения. Давайте посмотрим, что есть. Ну, стандартные развлечения, водные мотоциклы, бананы, снорклинг, лодка. Здесь отлив. И вот такие вот крабики. Маленькие, всякие разные, они ползают. Но в целом, на мой взгляд, пляж неплохой. Здесь есть туалет, здесь есть скамеечки, есть уже прогулочная зона. Через дорогу рыночек с Через едой. дорогу рынок с едой, широкая береговая линия, чистый пляж. Но сейчас отлив, мы искупаться не можем, потому что очень мелко. Ну, в целом, наверное, имеет место быть, чтобы позагорать. Позагорать, но не покупаться. На самом деле очень жарко, и мы с Саней мечтаем искупаться. Как вы думаете, мы доберемся до того пляжа, где мы это сделаем? Слушайте, я боюсь загадывать. Поехали, заодно разберемся. Поехали. Итак, следующий пляж, если мы правильно произносим, называется Чихая, Нигерия. Но, к сожалению или к счастью, отлив, поэтому купаться мы здесь тоже не будем. Но этот пляж, он знаменит тем, что здесь очень приятная прогулочная зона. На мой взгляд, она сопоставима с PD Waterfront. Здесь есть мангровый остров, мы сейчас вам его покажем. И вот этот мост, как раз он туда ведет. Красиво здесь. Лавочки, беседки, люди отдыхают. Такой приятный зеленый пляж. Человек, который 2 года не видел сосны Карельского перешейка, очень радуется. Малайцы, кстати, очень любят беседки. Они в них вечно сидят. Малайцы, может, купаться не любят, а вот в беседках посидеть, ой, очень любят. Ну, ты знаешь, купаться здесь достаточно сложно. Сидеть здесь действительно приятно. То есть, если бы у нас были с тобой шашлычки, то я бы с удовольствием здесь в беседочке бы их поела, честно говоря. Тут местные, что-то они ловят, может быть, крабов. Ну, хотя, скорее всего, судя по тому, что отлив, и крабы как раз сейчас из песочка своего выкарабкиваются. Крабы? Ага, вот местные ловят крабы и ракушечки здесь во время отлива. Вот такие достаточно они такие крупные. Потом это все будет есть. Между прочим, вот такие ракушки, они в магазине продаются задорого. Вот так вот. Так что приезжайте на этот пляж ловить крабов. Мангровые деревья или деревья-водохлебы. Ох, какие корни у этих деревьев. Посмотри. Это место для прогулок. Дыши морским воздухом, наслаждайся окрестностями. Красиво же. Мы же с тобой в нашем гайде по порту Диксону писали, что этот пляж скорее больше подойдет для прогулок и наблюдения за мангровыми деревьями, чем для купания. На этом острове есть смотровая площадка, и сейчас мы туда отправимся. Вот такой вид открывается со смотровой площадки. Так, что тут есть из инфраструктуры? Есть автоматы с напитками, есть туалет и переодевалка. Да. Ну, Но вон все кстати, платно по рингиту. Да, но туалеты и переодевалки, они все платные на пляжах, и они стоят 1 рингит, да, за вход. В принципе, чистый. Понятно, что не как в 5-звездочном отеле, но сходить в туалет, принять душ после пляжа можно. Нормалек. Immoral Activities – это мое самое любимое. Каждый раз веселюсь.
Оля, смотри, здесь тоже есть пляж и тоже отлив. Мгм. Поэтому здесь мы тоже не покупаемся. Ну вот пляж, тоже широкая береговая линия, чистенький, красивый, но отлив. То есть мелко, вот там местные купаются. 14:06 отлив. А мне здесь очень нравится цвет воды, такая какая-то атмосфера очень приятная. Как тебе? Да, здорово. Слушай, так и чисто еще здесь. Хороший пляж, хорошее место. Что, как, говоришь, пляж называется? Пляж называется Телок-Кеманг. Это самый крупный пляж и самый пляжистый пляж в порте Диксоне, который действительно создан для того, чтобы купаться. То есть сейчас мы помним, что сейчас отлив, но здесь должно быть все хорошо. Сейчас проверим. Проверим, да. Не расстраивайтесь, если вы что-то забыли взять с собой. Здесь есть все. Пожалуйста, трусы за 10 рингит. Это примерно 200 рублей, даже 180 рублей. Да. Ну, шикарно же. Пончо за 15 рингит. Здесь большая зона парковки, что тоже очень мне нравится. И даже несмотря на то, что сегодня понедельник, будний день, достаточно много машин, рынок работает, все открыто, продавцы есть, трусы есть, все на месте. Ну что, вот такой пляж. Тоже широкая береговая линия, чистенькая, мокренькая. Отлив был, но в целом вон море здесь поближе. Здесь можно арендовать шатры для своей семьи. Здесь масса водных развлечений. И бананы, и ватрушки, и лодки, и прокат надувных кругов. В общем, все что угодно на ваш вкус. Вода чистая, цвет воды. Ну, вода как вода, мне кажется, в Азии, там, в Таиланде она везде такого цвета. Посмотри, крабики. Крабики разбегаются. Все, Всё что в крабиках. отлило, все в крабиках. Ну вот, что здесь предлагают из развлечений. Гламур, water-спорт, не побоюсь этого слова. Бот-трип, джет-скай, донат. 4 пляжа спустя мы искупались. Ура! Ребята что-то вытащили. Сейчас пойдем посмотрим, узнаем, что они тут ловят. Hello, can we see your fish? Thank О. you. Вау. Nice catch. Thank you. Так выглядит туалет, переодевалка. Покажем, как это выглядит внутри. Тут можно помыть ноги, принять душ, сходить в туалет. И места, где поесть, здесь есть. Ну вот, дурианы разрезают. Кокос. Сейчас мы его купим. выпьем. Местный. Местный. Вот прям свежесрубленный. Да? Берешь и пьешь. You want having here or take away? Having Having here. here. Having. Сидим в местной кафешке. Нам принесли свежие кокосы. Местные кокосы. Ну, местные, да. Страшные такие, ну ничего. И нам принесли какой-то пирог с креветкой. Сейчас Жареные мы во его фритюре. попробуем. Я надеюсь, мы не умрем. Ну, ну, Слов нет, как вкусно. следующий пляж в нашем списке самый известный благодаря Google. Он называется Blue Lagoon. Ну так ли он хорош? Пойдемте посмотрим. О, действительно лагуна. Я вижу начало и конец пляжа. При этом береговая линия не такая широкая. Компактненько и чистенько. Эх, опять отлив. У берега не покупаться, придется далеко идти. Смотри, какая цивилизованная зона с местными кафешками. Жалко, народу нет. Ну, это потому что будний день, выходные, здесь все заполнено. Ой, за всякое полезное для купания можно купить. Так, давай-ка проверим, есть ли здесь душевые, туалеты, переодевалки. Они здесь есть. Вход также платный, ну, цена стандартная, 1 рингит. Заплатим. И пойдем проверим, что тут у нас есть. Ну, в общем-то, стандартные, наверное, душевые. Чистенько, аккуратненько, в общем-то, принять душ, сходить в туалет. Все это можно здесь сделать. Ну, пойдет.
Оля, смотри, какие милахи к нам спустились с мыса Ричада. Ой, боже мой, это же мои любимые очковые лангуры. Боже, какой же он классный. Посмотри, он сейчас будет есть. Этот вообще в кусту сидит, на кусте. Короче, сидит прям вот на обеденном столе. Такие лапочки, и при этом они совершенно не агрессивные. Даже мне кажется, что они нас боятся. Следующий пляж называется Пантай-Сермин. Сермин переводится с малайского как «зеркало». И посмотрите, какой пляж. На часах 4 часа дня, немножечко отлива и волн. Покупаться уже не получится. Ну вон, смотри, тоже, между прочим, предлагают water sports. Jet skis, boat ride, tube ride, banana boat. На мой взгляд, прекрасное место для кемпинга. Да, место прекрасное. Чистый, ухоженный. Недаром этот пляж кэмп-сайтом еще приписочка у него. То есть сюда приезжают именно кемперить. С палаточками, с машинами. Да. Вот отель. Он стоит на сваях прямо в воде. Такого футуристичного капсульного вида он. Ну что, как тебе этот пляж? Вообще отличный. Не знаю, как тут с утра. Что-то еще ни разу мне не получалось сюда с утра приехать. Каждый раз приезжаю, и отлив. Не, ну он симпатичный. Тенек мне нравится здесь, что здесь есть где спрятаться. Пляж чистенький. Но он немножечко диковат в том плане, что раздевалок не вижу, туалетов не вижу. Хорошо здесь. Да. То есть, в принципе, провести день с семьей здесь на кемпинге можно. Да. Ну вот на кемпинге, если вы любитель, потому что такой, я бы сказала, что немножечко дикарем отдых. Оля, куда мы идем? Там была табличка, что не надо сюда ходить, а мы идем. Я, честно говоря, не знаю, но путь реально пролегает через дикие джунгли. Комаров здесь тьма, но птички поют, обезьяны лазят по веткам. Собственно, к вопросу об обезьянах. Мы идем на пляж, который называется Манки Бич. Его активно рекламируют, что он типа райский уголок. Вот сейчас проверим. Кажется, я слышу море. Ну, наконец-то, на самом деле, идти не так уж и близко, я хочу сказать, и это довольно тяжело, особенно для неподготовленных людей. Это и есть райский пляж, ты хочешь сказать? Ну, собственно, кто бы сомневался. К сожалению, этот пляж совершенно не то, что мы ожидали увидеть. Это вовсе не райское местечко. Очень грязный, очень узкая береговая линия. Вода, грязная, что мы даже не решаемся в нее зайти, если честно. Ну что, Аня, как тебе пляж? Все, как я люблю. Пляж весь засран. Ну что можно сказать об этом пляже? К сожалению, мы разочарованы и не рекомендуем сюда приходить. Да, сюда тяжело добираться. Здесь вся береговая линия в мусоре и вода мутная, поэтому, мне кажется, усилия того вообще не стоят. Абсолютно. Абсолютно пустой, грязный пляж. Но вы можете попробовать. Как это обратная психология. Вдруг вам здесь понравится. Нам не понравилось. Увы. Если вам понравился обзор пляжей, то поставьте лайк этому видео. Это важно для нас и алгоритмов YouTube. А в комментариях напишите, какой пляж вам понравился больше всего.